Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы поднимем одну из самых сложных и деликатных тем и поговорим о худших родителях среди людей. В каждом обществе есть свои общепринятые правила воспитания, но, к сожалению, не все взрослые их придерживаются. В этом видео мы поговорим о том, как некоторые родители вместо заботы и поддержки стали источником боли и страха для своих детей. Кто-то из них заставлял своего ребенка расплачиваться интимом за кредит, кто-то прививал двухлетнему малышу курение, кто-то прикладывал к лицу раскаленный утюг, а кто-то держал истощенных детей на цепи. Почему некоторые родители не способны обеспечить своим детям ту любовь и защиту, которую они заслуживают? Разве они не понимают, что своими руками ломают психику своих же детей? Мы рассмотрим реальные резонансные истории, которые заставят вас задуматься о том, как важно осознавать свою роль в жизни ребенка. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь давайте вместе разберем истории самых худших родителей в мире. Поехали! Сара Бердж. Ни для кого не секрет, что молодые девушки часто подвергаются критике из-за своего веса, фигуры, роста или цвета волос. Те, кто не вписывается в бьюти-стереотипы, основанные на принятых в обществе представлениях о красоте и привлекательности, страдают от оскорблений и насмешек. Неудивительно, что некоторые родители, подвергаясь влиянию извне, вызывают у своих детей чувство неуверенности и никчемности, подчеркивая важность внешности. Яркий пример Сара Бердж или кукла Барби. Британка, которая увлекается пластической хирургией и усовершенствованием своей внешности. Женщина подарила своей 7-летней дочери $10 тысяч на грудные импланты. Но не волнуйтесь, операция по увеличению груди еще не была проведена, так как в Британии для того, чтобы лечь под нож пластического хирурга, нужно быть старше 16 лет. Это был просто подарок на будущее, на всякий случай. Если ее дочь вырастет, а грудь нет. Девочка говорит, что очень благодарна за этот странный подарок. Похоже, яблоко от яблони недалеко падает. Кэрри Кэмпбелл. Вы знали, что в США регулярно проводятся конкурсы красоты, в которых могут участвовать дети возрастом до 16 лет, и они вызывают много вопросов. Манерность, идеальная внешность, яркий макияж и показательная улыбка – все это не свойственно детям и выглядит неуместно. С другой стороны, эти конкурсы кажутся безобидными. Однако некоторые родители готовы на все, чтобы их ребенок победил. Например, 34-летняя Кэрри Кэмпбелл утверждала, что перед конкурсами красоты она вводила в лицо своей 8-летней дочери Бритни ботокс, чтобы разгладить морщины. Дочь даже заявляла, что раньше она плакала каждый раз, когда ей делали инъекции, но со временем научилась терпеть. Кэрри уверяла, что у Бритни уже начали появляться морщинки, и ботокс был единственным способом избавиться от них. Просто шок. В конце концов, выяснилось, что женщине заплатило одно издание, чтобы она выдумала и распространила сфабрикованную и противоречивую историю. Но прежде чем вздохнуть с облегчением, подумайте о том, что эта женщина добровольно выставила себя и свою дочь на посмешище. Это действительно ужасно. Хоуп Эскью. 42-летняя Хоуп Эскью из Техаса вышла из себя, когда ее 10-летняя дочь неправильно прочитала несколько слов вслух из книги. В тот момент женщина гладила одежду, и, чтобы наказать девочку, она приложила к левой стороне ее лица раскаленный утюг. Дважды. Более того, женщина не обратилась за медицинской помощью для своей дочери. Она не обрабатывала раны, позволяя им гноиться и покрываться волдырями. Тревогу забила школьная медсестра. Тогда Эскью сообщила властям, что ожоги в форме утюга на лице ее дочери появились, когда она обожглась горячей сковородкой. Конечно же, правоохранительные органы раскусили ложь и арестовали мать по обвинению в жестоком обращении с детьми. Самое страшное, что Эскью никогда не проявляла никаких угрызений совести за свои действия. Она, по-видимому, думала, что этот дьявольский метод наказания научит девочку лучше читать. Тори Хансен. В 2010 году история российского мальчика Артема Савельева вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и в США. Почему? Из-за мамы из штата Теннесси, которая не понимала, что 7-летний ребенок не товар из магазина и его нельзя просто так вернуть назад. Артем Савельев был усыновлен американкой по имени Тори Хансен. Однако женщина была не в силах контролировать поведение сына, поэтому она отправила его с билетом в один конец в Москву.
Женщина посадила ребенка в самолет, вручила ему записку со словами «Я больше так не могу» и, по ее словам, оставила под опекой стюардессы. Но таким варварским способом аннулировать усыновление невозможно. Это преступление, и женщина будет выплачивать алименты на содержание Артема. Однако, несмотря на опасность ситуации, вероятно, так было лучше для ребенка, ведь Артем рассказал, что его приемная мать часто дергала его за волосы, кричала и устраивала истерики. Очевидно, что кто-то из этих двоих имел нестабильную психику. Но это явно не мальчик. Билли Джо Мэдден. Садиться пьяным за руль – это табу. Если вы на машине и собираетесь выпить, всегда берите с собой запасного водителя. Но, пожалуйста, не делайте своим водителем несовершеннолетнего ребенка. Если вы думаете, что никто в здравом уме никогда не позволит своему ребенку вести машину, то вы ошибаетесь. Билли Джо Мэдден, отец из Луизианы, наплевал на все запреты. Он был слишком пьян, чтобы вести машину, поэтому заставил своего 8-летнего сына сесть за руль вместо себя. Сам Билли рассчитывал в это время спокойно вздремнуть. Бедному ребенку даже пришлось выехать на оживленное шоссе. И, что еще хуже, его 4-летний брат сидел на заднем сидении, не пристегнутый ремнем безопасности. К счастью, их остановили копы, прежде чем они успели попасть в аварию. Как бы это странно ни звучало, но мальчик оказался довольно умелым водителем, и никто не пострадал. Джеймс и Сандра Дэвис. Джеймс и Сандра Дэвис из штата Джорджия хотели купить минивэн, но не хотели вносить ежемесячную плату за подержанный автомобиль. Вместо этого они решили заключить шокирующую сделку. Чтобы покрыть ежемесячные расходы в размере $281, пара заставила свою 14-летнюю дочь заниматься сексом с продавцом минивэна. К счастью, эту гениальную схему быстро раскрыла полиция и арестовала горе-родителей. Роберт Бирден, продавец, получил 10 лет тюрьмы за растление несовершеннолетней. Джеймс Дэвис также был приговорен к 10 годам заключения, а мать девочки Сандра была приговорена к 8 годам лишения свободы. Также этим родителям-сутенерам запретили общаться со своим ребенком в течение как минимум 20 лет. Это заслуженное наказание. После этой истории дочь Деннисов попала в приемную семью, а ее ментальное здоровье спасали психотерапевты. Ларри Лонг. Житель штата Кентукки засунул в духовку своего новорожденного сына. Жутко? Не то слово. 33-летний Ларри Лонг покурил марихуану в ресторане, где он работал поваром, и пришел домой. Вместе с матерью своего сына Бренди Хаттон Лонг выпил виски. Хаттон легла спать после нескольких рюмок, а Лонг остался допивать. Находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, мужчина засунул своего ребенка в микроволновку. Под утро Бренди Хаттон проснулась от криков сына. К счастью, микроволновка была выключена, и Лонг оставил дверцу приоткрытой. Ребенок не пострадал, а вот горе-папашу арестовали. Нерадивых родителей лишили права опеки над сыном и отдали на попечение родственникам матери. Родители Арди Ризала. В 2010 году мир потрясло видео, на котором 2-летний малыш из Индонезии курил сигареты. Одна за одной он просто не выпускал их из рук и, по словам родителей, выкуривал за день по 40 сигарет, иногда даже больше. Все началось с того, что родителям Арди, которым надоело слышать его плач, пришла в голову самая глупая идея – дать ему сигареты. Ребенок быстро пристрастился и стал самым молодым заядлым курильщиком в мире. Когда у него не было возможности курить, он начинал биться головой об стену. Арди жил в маленькой деревне на острове Суматра, и ни его семья, ни местные жители не находили в курении ничего плохого. Все просто пожимали плечами и говорили, что это забавно. История Арди привлекла мировое внимание, и власти Индонезии задействовали социальные службы. Ребенка поместили в реабилитационный центр, и врачи решили отвлечь малыша от его зависимости, перенеся внимание на вкусную еду. Так у Арди появилась новая зависимость и ожирение. При помощи диетолога индонезийцу удалось сбросить лишние килограммы и прийти в хорошую физическую форму. Арди больше не курит и не переедает. Все хорошо, что хорошо кончается. Родители-игроманы из Южной Кореи. Родители никогда не должны отдавать предпочтение одному ребенку перед другим, особенно если один из них виртуальный. Корейская пара была арестована в 2010 году за тяжкую халатность после трагической смерти их 3-месячного ребенка.
Луиза. Суд установил, что супруги играли в интернет-кафе видеоигру Prius Online ежедневно по 10 часов, а ребенка кормили из бутылочки только раз в сутки. Девочке, которая родилась недоношенной, часто давали испорченную молочную смесь, а когда она плакала от голода, ее били. Однажды утром, вернувшись домой после очередной онлайн-сессии, родители нашли дочь мертвой. Их ребенок умер от недоедания. Этот случай поверг в шок жителей Южной Кореи. К большому сожалению, он не единичный. В Корее одержимость играми признана одной из главных социальных проблем страны. Дэвид и Луиза Турпин. Дом должен быть местом, где дети чувствуют себя в безопасности. К сожалению, это не относится к 13 детям семьи Турпин, которые годами подвергались физическому и психологическому насилию со стороны своих родителей. Об этой кошмарной семье из Калифорнии стало известно в 2018 году, после того, как их 17-летняя дочь сумела бежать из дома. По данным властей, Дэвид и Луиза Турпин держали своих детей запертыми в доме, в полутемных комнатах, в антисанитарийных условиях и дошли до того, что некоторых из них приковывали цепями к кроватям. Более того, жертвы были настолько истощены, что когда полиция встретила 17-летнюю девушку, они приняли ее за 10-летнюю. Копов шокировало то, что даже 7 взрослых детей в возрасте от 18 до 29 лет покорно сидели в заперти, не предпринимая попыток освободиться. Дети привыкли к постоянным избиениям и издевательствам, включая удушение. Кроме того, они мылись раз в год, кушали раз в день, бодрствовали по ночам, а потом спали днем и не владели базовыми навыками, необходимыми в жизни. Родители часто выставляли в социальных сетях счастливые фото улыбающихся детей. В то же время они не пускали их в школу, не разрешали ни с кем общаться и никогда не показывали врачам. Циничное безумие. В итоге хозяева калифорнийского дома ужасов были приговорены к пожизненному заключению. Это были 10 историй о самых ужасных родителях в мире, которые получили широкую огласку. Друзья, спасибо вам за просмотр. Обязательно делитесь с нами в комментариях, были ли вы когда-то свидетелями ненадлежащего воспитания детей и других правонарушений, совершаемых родителями. Нам будет интересно почитать реальные истории из вашей жизни.